«Принцесса Востока» – это пассажирский паром, принадлежащий компании SLP Show Lines, который затонул у острова Фортуна, недалеко от провинций Кавити и Батангас на острове Лусон, Филиппины, 18 сентября 1998 года. Первоначально корабль был построен в Японии под названием «Цветок Солнца-11» в 1974 году, где он служил круизным паромом, прежде чем был продан компании в 1993 году. Киль парома был заложен в 1973 году на верфи Шинкарашима Дакерт в Японии. Паром был сконструирован так, чтобы напоминал круизный лайнер своей эпохи, и был установлен с двумя трубами, и имел округлую надстройку. Спуск парома состоялся 9 сентября 1974 году и вступил в строй по маршруту Осака-Кагасима с 1 октября 1974 года. Blue Highway Line приобрела паром в ноябре 1990 года и переименовала паром в «Солнечный цветок Сацума». Паром имел длину 195 метров, ширина судна 24 метра, вмещал 3995 пассажиров и членов экипажа. На грузовые палубы вмещалось 84 грузовых автомобиля и 191 легковых автомобилей. После 19 лет службы в Японии он был отправлен в отставку и продан компании SLP Show Lines в 1993 году. Вместе с расширением пассажирских палуб на корабле была установлена грузовая аппарель по правому борту. Он стал флагманом флота Сульпиция благодаря своим размерам и красоте. На момент своей службы он был крупнейшим пассажирским паромом на Филиппинах, введенным в эксплуатацию до прибытия судна «Принцесса Звезд» в 2004 году, и в то время единственным паромом на Филиппинах с автоматическими стабилизаторами. Однако в 1997 году паром «Принцесса Востока» был поврежден после того, как его машинное отделение загорелось во время стоянки в северной гавани Манилы и был отправлен в Сингапур на ремонт. К сожалению, после ремонта судна стабилизаторы остались неработоспособными, и у парома после ремонта образовался небольшой, но заметный крен на левый борт. На это особо никто не обратил внимания и который не имел значения до середины 1998 года. 18 сентября 1998 года около 22 часов ровно паром «Принцесса Востока» отплыла из Манилы в город Себу во время натиска тайфуна Вики. Изначально по левому борту наблюдался 3-градусный крен, который постоянно увеличивался. В то же время ветер и волны обрушивались на корабль с правого борта. Волны были высотой не менее 7-8 метров, а скорость ветра составляла 25 узлов. Кроме того, из-за больших волн и чрезмерного движения твердый и жидкий груз под палубой сместил свой вес на левый борт, способствуя наклону корабля. Капитан вскоре приказал снизить скорость корабля до 14 узлов, а также приказал поставить водяной балласт в правую креновую цистерну, надеясь остановить непрерывный крен корабля. Однако это действие было напрасным, так как судно уже имело крен от 15 до 20 градусов на левый борт. Несмотря на опасную ситуацию, капитан выполнял различные маневры правого борта, что усиливало крен корабля. Поскольку корабль уже был наклонен на угол 15 градусов вместе с мгновенным движением корабля, грузы под палубой полностью сместили его положение и вес в сторону левого борта. Через 2 часа после выхода из гавани Манилы паром накренился на 30-45 градусов влево, что сделало невозможным его восстановление. Корабль затонул в 0 часов 55 минут у острова Форчун. Паром смог спустить на воду спасательные плоты, и в свете дня рыбаки Кавите увидели, как они качаются на волнах. На Филиппинах в штормовом море самые смелые рыбаки, и они главная надежда пассажиров на спасение, за выживание в таких морях. Спасательные катера береговой охраны прибыли гораздо позже. Из 388 пассажиров на борту 150 погибли. Либо они оказались в ловушке внутри парома, либо их унесло волнами, в которых они в конце концов утонули. Остальные выжившие плыли в море более 12 часов, прежде чем спасатели смогли добраться до них.
Обломки парома покоятся на глубине 122 метра недалеко от острова Форчун. В начале 2000 года Джон Беннет и Рон Лоас совершили первые погружения с аквалангом к месту крушения. Вероятно, причина затопления заключалась в том, что груз на корабле не был закреплен должным образом. Бурное море из-за тайфуна Вики вызвало смещение груза корабля, в результате чего корабль накренился на одну сторону, что привело к его затоплению. С 2018 по 2019 год международная группа ребризеров, состоящая из 5 человек, сделала снимки обломков и исследовала их на глубине до 128 метров.